Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим с вами народным приметам, традициям и обрядам на 12 мая. Поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. Итак, друзья, все далее более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите слово «везение». Пусть Вселенная это поможет вам в жизни. Друзья, также хотим всех поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. 12 мая, друзья, 2024 года Православная Церковь отмечает Антипасху. День известный также как Фомино воскресенье. Этот праздник выпадает на 8-й день после Пасхи и завершает Светлую неделю, символизируя продолжение празднования Светлого Христового воскресения. Антипасха носит в себе уникальное богословское значение, связанное с апостолом Фомой и его путем к вере, история которого глубоко затрагивает тему сомнения и просветления. Префикс «анти» в названии праздника действительно следует понимать как «вместо», а не «против». Это не отрицание Пасхи, а ее продолжение, подчеркивающее долгий период празднования и радости, которые не ограничиваются одним днем. Антипасха служит напоминанием о том, что воскресение Христа является вечным источником надежды и веры для верующих. Центральное событие Антипасхи связано с апостолом Фомой, известным своим сомнением в воскресении Христа. Согласно Евангелию от Иоанна, когда Христос первый раз явился апостолом после своего воскресения, Фомы не было. Он отказался верить в чудо, не увидев его собственными глазами. «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста своего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не уверю», — сказал он. На 8-й день Иисус Христос вновь явился апостолом, на этот раз в присутствии Фомы, и предложил ему проверить свои раны. Этот акт любви и терпения со стороны Христа привел Фому к полному признанию «Господь мой и Бог мой». Эта история подчеркивает важность веры, которая приходит в различных формах и в путях. Христос благословил всех, кто верит, не видя, но также показал бесконечное милосердие и терпение к тем, кто сомневается. Антипасха учит нас, что двери к вере открыты для каждого, кто ищет истины, и что каждый путь к вере уникален. В этот день христиане по всему миру посещают церковные службы, молятся и вспоминают уроки, изложенные в Евангелии. Это время для размышления о собственной вере, о важности сомнений и их роли в духовном росте. Антипасха – это также повод для радостных собраний с семьей и друзьями, продолжая традиции Светлой недели. Антипасха, известная в народе как Красная Горка, является уникальным православным праздником, который отмечается в воскресенье после Пасхи. Название «Красная Горка» богато культурным и историческим содержанием и объясняется несколькими версиями, среди которых как христианские, так и языческие традиции. В христианской традиции Красная Горка ассоциируется с празднованием воскрешения Христа. Существует обычай ставить в этот день маленький деревянный помост, который и символизирует горку. На вершине этой конструкции клали пасхальное яйцо, окрашенная в красный цвет, которая затем катилась вниз. Этот акт имел символическое значение, напоминая о камне, который ангел отодвинул от входа в гробницу Иисуса Христа, демонстрируя тем самым его воскресение. Яйцо, как символ новой жизни и возрождения, усиливало данное символическое действие, объединяя верующих в праздновании этого великого чуда. Красная Горка также имеет и корни в древнерусских языческих традициях, что отражает слияние христианских и дохристианских обычаев. В древности с приходом весны и оттепели люди собирались на высохших после зимы холмах, чтобы отметить окончание холодов и начало нового сельскохозяйственного сезона. Эти места встречи называли Красными Горками, что в старорусском языке означало «красивые» или «нагретые
более солнцем. Такие собрания включали пение песен, танцы и различные весенние игры, символизируя пробуждение природы и плодородие земли. В нашем современном мире Красная Горка продолжает быть днем, когда семьи собираются вместе, чтобы отметить как религиозные, так и культурные аспекты этого праздника. Это время для общения, обмена подарками, особенно яйцами, и проведением различных народных гуляний и игр, что является отголоском древних традиций. Для православных христиан Антипасха – это не просто продолжение празднования воскресения Христа, но и день, когда можно окунуться в атмосферу духовного возрождения и обновления. В этот день церковь разрешает торжественные венчания, что делает его особенно популярным среди молодоженов. Важно начать день с посещения храма, где можно причаститься, помолиться, а также поблагодарить за дарованную жизнь и возрождение. С древних времен на Руси Красная Горка ассоциировалась с весенними радостями. Люди водили хороводы, разводили костры и устраивали праздники, которые символизировали пробуждение природы. В современном мире можно выявить такие традиции, как хороводы, игры, костры. Также на Красную Горку традиционно начиналась посевная. В этот день люди выходили в поле, делая первую борозду и молясь о богатом урожае. Даже если вы не занимаетесь земледелием, можно посадить что-то в саду или в горшках дома, символизируя тем самым начало нового жизненного цикла. Как день, когда церковь разрешает венчание, Антипасха считается благоприятным временем для заключения брака. Если ваша свадьба приходится на этот день, то это считается хорошим знаком, предвещающим счастливую и крепкую семейную жизнь. Красная Горка или Антипасха издавна славится своими народными приметами и обычаями. Этот праздник, отмечаемый на 8-й день после Пасхи, насыщен не только религиозным значением, но и множеством народных верований, которые передаются из поколения в поколение. Итак, друзья, поговорим о самых известных и интересных народных приметах, связанных с этим днем. Одна из главных народных примет на Красную Горку гласит, что выкидывать еду в этот день – плохая народная примета, предвещающая беды и болезни. Даже крошки со стола следует собирать и использовать с уважением. Это напоминание о ценности пищи и благодарности за урожай, который позволяет насыщаться каждый день. Также существует такая народная примета, что если тяжело больной человек съест в Красную Горку освященное в церкви яйцо, он скоро выздоровеет и не будет болеть в течение всего года. Это яйцо символизирует новую жизнь и возрождение, а его целебные свойства признаются многими людьми, многими верующими. Кроме того, умываться утром в воскресенье Фомы, стоя лицом перед иконой, считается действием, способным привлечь в дом благосостояние. Вода, особенно святая или освященная, имеет большое значение в православных традициях, а умывание служит символом очищения и обновления. Если во сне в Красную Горку человек увидел умершего родственника, это интерпретируется как знак того, что его оберегают с небес. Такие сны считаются вестниками защиты и поддержки от предков. Также надевание одежды красного цвета в этот праздник символизирует не только красоту, но и праздник, а также способность привлечь благосостояние и богатство. Красный цвет традиционно ассоциируется с силой, страстью и энергией. Также существует поверье, что молодые люди, которые не принимают участие в общественных гуляниях на Красную Горку, рискуют остаться в одиночестве или иметь неудачный брак. Эта народная примета подчеркивает важность социального взаимодействия и участия в общественной жизни как способом найти свою вторую половинку. Также 12 мая православная церковь вспоминает 9 святых мучеников кизических, чья жизнь и мученичество глубоко укоренены в истории раннего христианства. Эти святые, которые жили в III веке, стали ярким примером мужества, веры и непоколебимого духа в условиях жестоких гонений. Их история не только вдохновляет, но и позволяет глубже понять динамику ранней христианской эпохи в Малой Азии.
Город Кизик, расположенный в Малой Азии на берегу пролива Дарданеллы, был важным центром античности. Уже во времена апостола Павла здесь начала распространяться христианская вера. Однако, несмотря на ранние успехи миссионерской деятельности, Кизик оставался в основном языческим городом вплоть до конца III века, что обуславливало серьезные трудности и опасности для христиан того времени. 9 мучеников кизических были людьми разных сословий и возрастов, но объединенными общей целью– распространением христианской веры. Их проповедь вызвала недовольство у местных языческих властей, что привело к их аресту. Мученики были подвергнуты жестоким пыткам, в ходе которых они продемонстрировали необычайную стойкость и твердость в вере. Не согласившись отречься от своих убеждений, они были казнены мечом, стандартной формой экзекуции и для осужденных римским правосудием. Тела мучеников были погребены недалеко от города. Позже, когда христианство получило официальное признание и начало распространяться с новой силой, верующие перенесли останки мучеников в храм, построенный в их честь. Этот акт не только отмечал их жертву, но и символизировал триумф христианской веры над языческим мраком. В народном календаре этот день, 12 мая, назывался как День целителей и исцелителей, которые были связаны с памятью 9 мучеников кизических, которые в народе известны были своими чудотворными исцелениями и уникальной способностью толковать сны. Эти святые считаются покровителями от оспы и других тяжелых заболеваний, а их мощи ассоциируются с чудесами выздоровления. 9 мучеников были христианскими проповедниками, которые в III веке приняли смерть за свою веру в малоазийском городе Кизик. В народе они особенно почитаемы за свои исцеляющие способности и защиту от инфекционных болезней. Считается, что молитвы, обращенные к этим святым, могут облегчить страдания и способствовать выздоровлению. В день 12 мая, когда приходится период неустойчивого весеннего тепла, увеличивается риск простудных и других заболеваний. Поэтому наши предки активно обращались к мученикам с молитвами о защите от весенней лихорадки и других болезней. Знахари использовали имена святых в лечебных ритуалах и обрядах от 9 различных болезней, что подчеркивало духовное и физическое исцеление. В этот день проводились особые ритуалы и обряды, направленные на укрепление здоровья и предотвращение болезней. Люди совершали молитвы перед иконами мучеников, просили о защите от болезней и исцелении уже имеющихся недугов. Знахари проводили ритуалы, используя имена мучеников, нашептывая их над больными и читая специальные слова для их лечения. Также наши предки верили, что мученики могут отправлять знаки или указания через сны, поэтому особое внимание уделялось сновидениям в этот день. На Руси 12 мая считался подходящим временем для важных садово-огородных работ. В этот день крестьяне продолжали посадку растений, а также проводили специальные обряды для обеспечения их роста и урожая. Один из таких обрядов включал обход своего участка с запада на восток. Во время обхода хозяева читали магические слова, которые помогали защитить растения от болезней и вредителей и обеспечить их благополучный рост. Этот день также считался особенно благоприятным для сбора лекарственных растений. Старцы утверждали, что травы, собранные в этот день, обладают особой сверхъестественной силой. Такие травы затем сушились, из них готовили лечебные настои и настойки, которые использовались для лечения различных болезней на протяжении всего года. Сбор трав сопровождался молитвами и благодарностями за дары природы, что делало этот процесс не только физическим действием, но и духовным ритуалом. 12 мая также ассоциируется с праздником 9 целителей, в честь которых верующие посещали церковь, зажигали свечи и молились за исцеление от тяжелых болезней. Считается, что эти святые мученики особенно помогают в исцелении от психических расстройств, эпилепсии и других серьезных заболеваний. Молитва этим святым и взывание к их помощи считалось мощным средством духовного и физического исцеления.
Что же нельзя было делать 12 мая по народным приметам? Самой важной и наиболее важной и строго соблюдаемой приметой являлся запрет на изготовление оберегов и амулетов от болезней в День девяти целителей. Считается, что любые попытки создать защиту от недуга в этот день обернутся против Создателя. Вместо защиты от болезни они могут привлечь их, увеличить риск заболеваний в десятикратном размере. Также запрещено в этот день завидовать. По старинным верованиям, зависть, даже так называемая белая зависть, может привести к печальным последствиям. Считается, что святые могут почувствовать, когда человек испытывает зависть, и в ответ на это прислать ему болезни и неприятности в качестве наказания. Также в этот день не стоило делиться своими планами на будущее, иначе они просто-навсего не осуществлятся. Также еще один интересный запрет был связан с погружением в водоемы. Не рекомендовалось нырять в водоем в этот день с головой, так как существовала такая примета, что водяной может схватить человека за волосы и утащить в свое царство. Кроме того, в этот день запрещалось просеивать муку. Считалось, что это может привести к постепенной потере зрения, и к старости человек просто-навсего может ослепнуть. Также сегодня нельзя было и перекладывать свои обязанности другим людям. Дело в том, что вы таким образом можете привлечь к себе беду и неприятности. Вот такой, друзья, у нас с вами насыщенный день 12 мая. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Также напишите свое мнение, что вы думаете по этим праздникам. Не забудьте поздравить друг друга. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.